Всем привет, вы на канале Вектор, с вами Владимир, и сегодня на обзоре у нас будет один из самых популярных автомобилей в России. Это Kia Sportage 4-го поколения. Этот экземпляр у нас 2021 года, сегодня у нас 2023 год. Смотрите, автомобиль не раздражающий, да, то есть интересный, сбалансированный, пропорциональный автомобиль. Это отсылка будет у нас на китайцев, да. Смотрите, здесь 17-е колеса, в принципе, смотрится интересно, стильно, как бы нету того, что автомобиль прям просит там колеса больше или меньше или еще что-то. Четко, классно. Есть несколько раздражающих факторов, конкретно которые меня раздражают очень сильно. Это вот этот лючок бензобака. Я не знаю, зачем они это сделали, да, то есть это обычная бензиновая машина, здесь нету, там, не знаю, доустановленного какого-то газового оборудования. Открываем обычная горловина, но здесь есть еще какая-то заглушка, видимо, под дизельные варианты, которые идут на европейский рынок, наверное, на корейский рынок, где стоит система AdBlue. Небольшое, лючок огромный. Части автомобиля, смотрите, эта комплектация не самая богатая, не самая топовая, то, что бывает, да, то есть обычная галогеновая оптика, нижнее все, да, здесь у нас повторители, туманка одна, задний ход один. Зачем это делают, я не понимаю, это просто некрасиво, это просто несимметрично. Корейцы единственное, что сделали небольшой плюс, вот эту стекляшку сделали белой, но там внутри красная лампочка. Сейчас попробую вам показать задумку инженеров, разработчиков данного автомобиля, как это, видимо, выглядит. Потому что ночью, когда вы заезжаете в темный двор, да, то есть где нету уличного там хорошего освещения, там, я не знаю, может быть плохая погода, дождь или еще что-то, вы включаете заднюю передачу, та сторона у вас подсвечивает, что делать с этой? Я придумал, что сделать с этой стороной. Мы включаем заднюю передачу. Берем фонарик, я не знаю, с какого-нибудь AliExpress, и с этой стороны вот так вот начинаем подсвечивать и начинаем движение. Они так это видели? Хотел сказать про качество металла. Смотрите, когда крышку закрывают, она проминается от руки, да? Багажник не самая максимальная комплектация, есть заглушка, электропривод крышки багажника. Здесь у нас обычные аморики, как бы поднимаем ручками, закрываем ручками. По объему багажника 491 литр, это при разложенном втором ряде сидений, и порядка 1,5 куба получится, если сложить второй ряд сидений. Второй ряд сидений складывается только из салона. Чтобы сложить второй ряд сидений, вам нужно заняться спортом. Погнали заниматься спортом. То есть вам нужно сначала с этой стороны обойти, нажать на флажочек, сложить. Потом вам надо сбегать в другую сторону, сложить. У нас получается практически ровный пол. Сюда, в принципе, даже можно, наверное, забраться, но я не буду забираться. У Спортажа есть еще небольшая фишка, вот с этой полкой, да, то есть как бы типа это пол, она снимается, здесь у нас докатка, можно сделать так, куча хлама, убираем его вниз, багажник увеличивается, не намного, ну я не знаю, литров 30-40, наверное, но тем не менее это можно сделать. Кстати, мало кто об этом знает, и даже менеджеры на дилере об этом не рассказывают. Так, смотрите, дверь открывается практически на 90 градусов, да, проем не очень большой, но удобно, комфортно за счет того, что не мешает дверь. Вот я сел в автомобиль, претензий к автомобилю нет, есть претензии к собственнику автомобиля, вот за эти вот убожества, вот за эти вот чехлы, да, то есть вот это все, любые чехлы, накидки у меня ассоциируются с бабушкиным пультом, да, то есть, ну, помните вот эту тему, когда у бабушек пульты лежали в пакетиках, завернутые, я не знаю, для чего они это делали, я не вижу вообще других ассоциаций, то есть это реально бабушкин пульт, но продолжим про автомобиль. Смотрите, я сейчас сел сам за собой. Места в ногах у меня достаточно много. Спинка регулируется классно, корейцы красавчики. Угол наклона вообще там, я не знаю, от 90 градусов, да, ну, в принципе, практически до полулежачего положения.
Удобно, да. Так, здесь есть подлокотник, он закрыт убожеством вот этим, ну ладно. Открываем. Достаточно высоко находится при откинутой спинке, то есть он... вот у нас откинута вот эта вообще спинка. Держать пассажира справа, то будет удобно. Есть воздуховоды, розетка на 12 вольт, и в принципе на этом все. Так, есть подогрев второго ряда сидений, стеклоподъемники без доводчиков. Корейцы сэкономили. Есть минус, который мне не понравился, хотя корейцы на других моделях это делают. Дверь не закрывает порог, да, то есть, лучше было бы, если бы дверь открывалась вместе с порогом, потому что порог всегда грязный, вы выходите, автомобиль достаточно высокий, и штаны у вас будут всегда грязные. Садимся за главное место, наверное, в этом автомобиле, это за руль. Смотрите сразу по сиденью, прям бесячая тема, регулировка спинки вертушком. Это неудобно, это, я не знаю, непрактично, здесь задевается, а если у вас, я не знаю, более крупная рука, ладонь, это сделать будет проблематично. Надо будет отъехать вперед, зажать себе ноги и отрегулировать угол наклона спинки. Поясничный упор никаким образом не регулируется, то есть терпим. Сиденье, это такой спортзал с утра, может быть даже вечером. Сейчас попробуем посчитать положение. Внизу, как мне нравится ездить высоко, да, то есть видеть дорогу. Соответственно, погнали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29. По вылету регулируется, по углу наклона регулируется. По вылету, в принципе, диапазон достаточно большой, настроиться можно. Стеклоподъемники в режиме авто только передние две двери, задние двери нужно будет удерживать, то есть авто нету. Регулировка зеркал, лево-право, блокировка стекол, блокировка дверей. Все у нас на двери. Не более-менее мягкие, дальше пошла деревяшка. Здесь а-ля подобие кожи, дальше тоже совсем все дубовое, совсем все деревянное и очень похоже на отсутствие шумоизоляции. Вот они пороги, вот даже просто после мойки вода, да, то есть смотрите, здесь уже все грязно. Если я дотрагиваюсь, то есть у меня штаны будут всегда грязные в этом автомобиле. Но корейцы все равно позиционировали как это бюджетный кроссовер, да, то есть не премиум сегмент, поэтому людей, видимо, не особо и жалко. Обогрев руля, подогрев передних сидений. В максимальных комплектациях бывает еще здесь вентиляция сидений, это на кожаном салоне. Здесь у нас не кожаный салон, а бабушкин пульт. По КПП, смотрите, кожа не очень хорошего качества. Вот пробег у нас 47 тысяч на автомобиле, и он уже затирается по краям. Руль также затирается, кожа у них одинаковая, причем очень сильно затерся. Вот эта верхняя часть. Но это проблема всех Kia и Hyundai. То есть на пробеге там до 50 тысяч вот это а-ля кожа, я не знаю, как это назвать, подобие кожи, наверное. Вот, затирается очень сильно. Дальше, что у нас тут есть? Drive мод, помощь при спуске, полный привод, парктроники заводские. Включить, отключить. Подстаканники. Подстаканники удобные, прям реально под разные стаканы, маленькие бутылочки, все хорошо. Дальше у нас розеточки 12 вольт, 2 штучки. И USB, то есть, для мультимедиа. Мультимедиа нормально синхронизируется по Bluetooth, то есть послушать музыку, но вывести навигацию можно только через шнурок. Через приложение там Apple CarPlay. Подлокотник, очень большая ниша, куча хлама и мусора, но это нормально. Подлокотник удобный, то есть если двигаться вот в таком положении, в принципе, мне удобно. КПП тоже удобно, все хорошо. Так, немного технички.
Аморики классно, но доустановленные дилером. Дублирующая кочерга. Спасибо хотя бы дилерам, а не производителю, за вот эти амортизаторы, которые, ну, доустановили, видимо, как доп. Оборудование, там они продали каким-то образом. Смотрите, под капотом у нас рядная четверка, 2 литра объем, самая популярная, самая распространенная, как бы и новые их покупали очень много, и на вторичке сейчас именно этих экземпляров больше. 150 лошадей, 192 крутящего момента, в принципе нормально, да, то есть динамика разгона, конечно, не очень, там 11 с небольшим секунд, вес у автомобиля у нас тонна 570, снаряженная масса, для города вообще хватает, на трассе нормально, взрыва нету, но даже при обгонах, в принципе, более-менее комфортно. Коробка у нас шестиступенчатый автомат, есть еще механика. Автомат, кстати, вот как здесь стоит, классический, никакие не роботы, не вариаторы, корейцы красавчики, все-таки за практичность, за надежность. Потом еще один момент в связи с последними событиями, которые происходили вот летом 2023 года, во многих городах, мегаполисах были потопы после дождей, ливни, да, то есть очень много тонуло автомобилей, где не справлялись ливневки. Воздухозаборник здесь вот конкретно у Kia Sportage находится очень высоко. Ну да, где-то вот здесь вот он забирает воздух. В принципе, если в какой-то луже, в болото ехать, то, ну, по решетку радиатора даже, в принципе, туманки можно утопить. И он не захлебнется и не получит гидроудар двигатель. Дорожный просвет у нас 182 миллиметра. Для города, для парковки там бордюры, близко припарковаться. Вообще проблем никаких, ничего вы не оторвете. Здесь пластик. Какой-то текстурный, да, то есть не крашеный, то есть если даже поцарапаете, ну, вообще ничего страшного. Установлена сеточка, да, то есть чтобы сохранить радиаторы, потому что очень большие дыры, я их назову, наверное, так. Предлагаю прокатиться, посмотреть автомобиль в движении. И выйдем сейчас немного на бездорожье, посмотрим, попробуем подвесить автомобиль по диагонали. Конкретно этот экземпляр у нас на полном приводе, есть очень много на вторичке, посмотрел на переднем приводе, там, ну, нету смысла выезжать куда-то на бездорожье, вот. На этой машине тоже на глобальное бездорожье не поедем, так, какие-то неровности, посмотреть, как работает подвеска, эргономика подвески. Но пока вот по ощущениям, по маленьким, мелким неровностям, ну, подвеска такая жестковатая, наверное. Но в тот же момент автомобиль, значит, получается взбитым.
плане полного привода легкую диагоналку он проезжает, да, то есть, ну, какие-то бытовые стандартные ситуации, там, зимой во дворах, небольшая колея, вообще автомобиль проедет легко за счет клиренса. И система стабилизации пытается распределить за счет торможения, создать имитацию блокировки. В плане жесткого бездорожья не вижу смысла вообще на этом автомобиле выезжать, да, то есть это не подготовленный какой-то оффроуд автомобиль, да, обычная шоссейная резина. Гражданскими ситуациями он справится без проблем, все хорошо, все здорово. Немного хотел сказать про эргономику автомобиля, да, то есть все удобно, руль, как бы переключение, мультимедиа, бортовой компьютер, все под рукой, ничего не напрягает, рука лежит на КПП, на подлокотнике, удобно, очень хорошее остекление. Зеркала заднего вида небольшие, но в них видно все, обзорность очень хорошая. Смотрите, в заключении нашего обзора хотел сказать следующее. Хороший автомобиль за приемлемые деньги, да, не хочу больше говорить о том, что рынок в 2023 году сошел с ума, вообще, ну, автомобильный рынок, цены там просто в космосе, не каждому досягаемы даже бюджетки. Смотрите, немного по конкурентам. Основные конкуренты у Спортажа, я так думаю, что это Toyota RAV4, Honda CR-V, Mazda CX-5, там, ну, может быть, Ford Kuga. И я бы еще сделал акцент на автомобилях немного постарее, но премиум сегмента, да, в правильных комплектациях. Это такие, как Mercedes, BMW, да, то есть там BMW X3, но у той будет там подвеска чуть пожестче, чем здесь. В любом случае есть выбор за вами, да, кому что нравится. То есть либо вы будете двигаться на чем-то, ну, прям максимально свежем, там с небольшим пробегом автомобиля, но будет большая серая масса этих автомобилей, да, то есть вы не будете выделяться. Либо вы можете посмотреть в эти же деньги что-то там, ну, чуть-чуть постарее, да, это какой-нибудь BMW, Mercedes, Range Rover, ну, там, я не знаю, даже на Jaguar можно посмотреть в этом бюджете. С вами был Владимир, вы на канале Вектор, ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии, пожелания по обзорам, что-то добавить, убавить, я не знаю, добавить какой-то информации. Я обязательно это учту. Всем пока!